Когда мы говорим о метро, мы обычно вспоминаем метро Лондона, Москвы или Нью-Йорка. Ну а сегодня мы находимся в одном из самых недооцененных метро в Европе. Мы находимся, дорогие друзья, в финской столице, в Хельсинки, в городе, где метро заходит на острова и уходит глубоко под воду. Это уникальное метро, и каждая станция здесь как маленькое произведение искусства. Так что, дорогие, приятного вам просмотра и путешествия в самое северное метро на нашей планете. Я сейчас нахожусь у павильона метро, и, как вы видите, рядом озеро. Но давайте чуть-чуть пройдемся, чтобы я показал то, ради чего я здесь. Давайте зайдем внутрь павильона. Еще раз повторюсь, сзади меня озеро, и я как раз примерно на уровне озера. И сейчас я спускаюсь вниз по эскалатору, а это означает, что я погружаюсь под воду. Планы по созданию метро в Хельсинки витали в воздухе еще 60-х годов прошлого столетия. К тому времени в финской столице уже активно работали трамваи и автобусы, а из пригородов можно было добраться сюда на электричке. И вот наступило 2 августа 1982 года. В этот день в Финляндии, в Хельсинки, впервые открылось метро. Первая линия соединила восточную окраину города, район Itä-Keskus, с центром, со станцией Hakaniemi. Hakaniemi — это самая первая станция метро, с которой все начиналось. И вот вы видите как раз название. Кстати, интересная деталь, что в Хельсинки в метро, как и все остановки, дублируются на двух языках, на финском и на шведском. Станция метро Hakaniemi будет интересна тому же поколению, что и я. И кто помнит, в начале 2000-х годов был такой клип на песню группы Bonfunk MCs «Фристайлер». Наверняка вы ее тоже помните. И вот как раз этот клип снимали здесь, на метро Hakaniemi в Хельсинки. Я, разумеется, раньше об этом не знал, но теперь этот интересный факт добавляет в копилку интересных фактов о хельсинском метрополитене. Можно представить, какую радость испытали жители Хельсинки с появлением в городе метрополитена. Особенно радовались жители окраин. Теперь им больше не нужно было добираться в центр в душных автобусах. Тем, кто работал в центре финской столицы, стало значительно удобнее ездить на работу, а студенты, которые учились в университете, получили быстрый и комфортный способ передвижения. С этого момента они могли сесть в метро и всего за каких-то 15-20 минут доехать до центра города. А ехать приходилось в комфортабельных оранжевых вагонах, которые со временем стали одним из символов Хельсинки. В том же 1982 году, вскоре после открытия первой линии, была введена в эксплуатацию станция Rautatientori, железнодорожный вокзал, построенная прямо под главным вокзалом Хельсинки. В наши дни здесь расположен целый подземный мир со всевозможными магазинами и кафешками. Прошло еще немного времени, и в направлении запада Хельсинки была открыта еще одна станция метро – метро Кампи. Здесь располагалась автобусная станция. И теперь пассажиры поездов и электричек, приехавших в Хельсинки, могли, не выходя из зданий вокзала или автовокзала, спуститься в метро и отправиться в разные районы города. Метро Кампи интересно тем, что это самая большая автобусная развязка. И когда-то здесь была огромная автопарковка, автостанция, где все автобусы в разных направлениях Хельсинки, в разных направлениях Финляндии можно было отправиться. Впрочем, здесь и сейчас автобусная станция, но для этого построили огромный торговый центр Кампи, который назвали, и как раз в нем есть автовокзал. Вход в метро представляет из себя такую большую, огромную, выложенную таким мозаикой, не знаю, как ракушка, да, и в нее как раз люди заходят и спускаются, чтобы попасть вот на эту станцию, где сейчас я нахожусь. Итак, это метро Кампи, и это одно из старейших метро в Хельсинки, как я упомянул. И это метро очень красивое тем, что оно напоминает такую пещеру. И станция действительно вырублена в скале. Хельсинки — это такой город, где много скал, которые нужно было прорубить где-то динамитом, где-то другими какими-то аппаратами, чтобы вот здесь можно было как-то эти помещения, получившиеся, эксплуатировать. И посмотрите здесь, какие интересные сделаны указатели. На них указано направление в разные города. По-моему, очень оригинальное
дизайн решения. И расстояние между станциями метро здесь в Хельсинки разное. И где-то ты едешь, долго нигде не надо ехать, максимум 2 минуты, но есть станции, где совсем короткое расстояние, например, Кампи и железнодорожный вокзал, между ними, в принципе, немного, где-то 600-700 метров расстояние. Ну и на метро, соответственно, на вагоне метро это расстояние ехать тоже недолго, всего 40 секунд. Давайте сейчас мы проведем эксперимент и проедем на электричке и замерим как раз время в пути, сколько это будет занимать. Электричка на подходе. Вон, кстати, она едет. Ну что, пойдемте. Сейчас двери закроются, тронемся, и счетчик времени начнет свой ход. Поехали. Кстати, я хотел сказать, что такой интересный момент, что Хельсинское, пока мы едем эти 40 секунд, что Хельсинское метро строилось в том числе как бомбоубежище. Если вдруг начнется какое-то ЧП, война там или какое-то стихийное бедствие, и жители будут прятаться в метро, то здесь есть все для того, чтобы прожить какое-то количество дней. Запасы воды, воздух дополнительный, да, и так далее. А еще метро – это такой, Хельсинское, это такой некий музей и машина времени. Некоторые станции представляют себя архитектуру 70-х годов, вернее 80-х, какие-то 90-х, какие-то уже 21 век. Итак, вот мы на метро. Железнодорожный вокзал, двери открываются, и, как вы видите, прошло всего 40 секунд. Давайте перенесемся во времени, чтобы почувствовать атмосферу Хельсинки начала 80-х, времени, когда город был немного суровым и местами неотесанным. Для этого мы отправляемся на станцию метро Сёрнайнен. Я вышел на станцию метро Сёрнайнен, и этот район Сёрнайнен – это такой район, где собираются много финских наркоманов и алкоголиков. Но я хочу вам показать сейчас станцию. Посмотрите, станция это представляет из себя такое вырубленное в скале пространство. И вот такие секции желтого цвета, и сразу есть такое чувство, что ты погрузился в атмосферу каких-то вот тех самых 80-х годов. То, что я вам сейчас говорил, Хельсинское метро – это такая некая машина времени. И вот мы видим как раз отголосок 40-летней давности 80-х годов. И вот находясь на этой станции, можно как раз ощутить ту самую атмосферу. Веселый контингент здесь попадается. Ну что, вот такое путешествие во времени мы совершили, и давайте еще его совершим дальше, и я поеду дальше исследовать другие станции Хельсинского метрополитена. Начиная со станции Сёрнайнен, подземное метро перестает быть подземным. Вагоны поезда выходят на поверхность и продолжают движение уже по наземным участкам и эстакадам. Это придает поездке особую атмосферу. Во время движения можно смотреть в окно и наслаждаться живописными пейзажами. По пути открываются виды на море, на небольшие острова, а также на архитектуру восточных окраин Хельсинки. Одним из интереснейших мест, куда можно доехать на метро, является остров Куласари, где расположена одноименная станция. Куласари – это станция метро, которая расположена прямо на острове. В начале 20-го столетия это был такой остров с огородами. И сейчас в этом районе очень много посольств. И вот на этом острове Куласари проживает на данный момент порядка 4000 жителей. Из них где-то 1000, то есть каждый четвертый – это работник того или иного посольства. Еще одна станция, вокруг которой раскинулся привлекательный район, это станция Силитие. Ее название переводится довольно забавно – «Ежовая дорога». По одну сторону от станции мы видим многоэтажные дома конца 60-х, начала 70-х годов 20 века, фасады которых выкрашены в яркие пестрые цвета. А по другую сторону расположился спокойный частный сектор, где царит почти сельская идиллия, совсем нетипичная для большого столичного города. В первые годы после открытия метрополитена самой дальней конечной станцией на востоке города была станция Итакескус. Эта станция интересна тем, что, поднявшись по эскалатору, можно попасть в крупный торговый комплекс Итис, где находятся магазины, кафе и другие пространства для отдыха.
На станции Itä-Keskus расположена важная транспортная развязка, откуда можно отправиться в разные части Хельсинки, причем не только на автобусе. Выйдя из метро Itä-Keskus, можно сесть на трамвай номер 15. И этот трамвай уникальный. Он идет вокруг города Хельсинки и в итоге заходит в город Эспо. Пора идти уже в метро, потому что на улице не совсем жарко и хочется уже погреться, и мои уши, кажется, они еще на месте. С течением времени метро в Хельсинки разрасталось, и в 1989 году была открыта новая восточная ветка метро, и конечной станцией стала Мелонмяки. Я приехал на самую северную станцию метро в мире. Представьте, это самая северная станция метро на всей нашей необъятной планете. Неожиданно и в то же время предсказуемо. Именно так выглядит павильон метрополитена, самой северной станции метро в мире. Ну, почему это предсказуемо было? Потому что Финляндия достаточно скромная страна, не пафосная. Если бы подобное метро находилось бы в той же Москве, то наверняка бы тут было бы куча табличек. Это было бы место, куда приезжали бы специально, чтобы сфотографироваться у этой таблички. Возможно, даже продавали бы сувениры с названием станции и, собственно, изображением, да, может быть, даже вот павильоном. Но самая северная станция метро на планете расположена не в России, не в Питере, не в Москве, а в Финляндии, в скромной Финляндии. Никаких опознавательных знаков, что это самая северная станция, здесь, разумеется, нету. Это было ожидаемо. Но, тем не менее, станция уникальна, станция достойна внимания и даже хотя бы единократного посещения. А сейчас давайте ненадолго перенесемся на соседнюю станцию, которая называется Контула. На станции Контула интервал между поездами составляет 8 минут. У меня есть 8 минут на исследование этой станции. В каждом городе крупном есть свой, так скажем, арабско-алкоголический район. И вот в Хельсинки таким районом является именно район Контула, а именно окрестности станции метро. Конечно, самое интересное здесь творится по вечерам, по пятницам, но, однако же, интересно понаблюдать. Район станции, конечно, оставляет желать лучшего, напоминает какие-то лихие 90-е. Это вот такой Хельсинки, за который самому Хельсинки нам, возможно, немного стыдно. Видим афиши каких-то мероприятий. Паб под названием «Париж». Очень актуальненько. ВС. Не знаю, насколько часто им пользуются здесь, в этом районе, потому что здесь есть и кусты. Как видите, метро в Хельсинки очень разношерстное. На одной станции очень людно, на другой станции очень тихо, на третьей станции озеро, а на четвертой станции Бангладеш. Ну, собственно, мое время истекает, и поеду я дальше. К 1998 году от станции Itä-Keskus было построено еще одно ответвление в более южную часть восточного Хельсинки, в район Vuosaari. Таким образом, в Хельсинки появилась новая конечная станция Vuosaari, которая, как ни странно, не всем пришлась по душе. Когда станция Vuosaari появилась, многие критики сказали, что станция похожа на огромную большую теплицу. Летом здесь жарко, зимой холодно, а еще излишний свет в солнечную погоду служит препятствием для людей с нарушением зрения. На это создатели сказали, что слабовидящие люди – это всего лишь 1% тех, кто посещает эту станцию. В то время как станция в первую очередь строилась для 99% людей, для которых это не препятствие. Кроме того, архитектор станции сказал, что поезда здесь ходят довольно часто, поэтому даже если на улице сильная жара, то это не будет большой проблемой. Хочу замолвить пару словечек о районе Vuosaari, современном молодежном районе, раскинувшемся на восточной окраине финской столицы, где расположено множество кафешек и парков. Также отсюда рукой подать до пляжа, куда в жаркие летние дни съезжаются сотни хельсинчан, чтобы провести время у моря и насладиться коротким северным летом. Несколько лет назад метро в Хельсинки продлили, и появилась новая ветка, так называемая западная ветка Länsimetro.
Итак, что такое лансиметро? Вот я сейчас смотрю как раз на табличку, которая на каждой станции висит. И если найти на этой таблице станцию метро Роха-Лахти, то все, что слева, это лансиметро, 12 станций. Это метро лансиметро строилось в 2 этапа. Первый этап был завершен в 2017 году, были открыты новые 8 станций, начиная от Лаутасари и заканчивая Матинкюля. И затем в 2022 году был открыт второй этап. Стоит добавить, что значительная часть западного участка лансиметро проходит уже не по Хельсинки, а по территории города-спутника Эспо, соединяя жилые районы на его южном побережье с центром столицы. При этом длина метро с востока на запад 32 километра, а общая протяженность всех линий составляет 43 километра. Составы метрополитена ходят по строгому расписанию. И на каждой станции метро есть эскалаторы, есть лифты, чтобы с велосипедами можно было подниматься, с колясками, на инвалидном кресле. Ну и помимо этого на каждой станции есть бесплатные туалеты: мужской, женский, для инвалидов. В каждом туалете есть туалетная бумага, в каждом туалете есть рукомойник. То есть очень удобно и комфортно. Хочу также сказать вам, дорогие друзья, что чтобы проехать на метро в Хельсинки, нужно купить билет. Разовый билет стоит от 3 до 4 с лишним евро. Можно также купить билет на сутки, это на сегодняшний день это 11 евро. Можно купить билет на двое, на трое и так далее суток, до недели, на 2 недели, на месяц. Ну а для тех, кто здесь живет, можно по скидке купить недорогой билет. И, кстати, билет выглядит вот так. Станция Лаутасари расположена на острове, и если подняться на нее, там можно увидеть много разных домов, среди которых прям недалеко от станции есть 2 дома кирпичных, которые очень напоминают хрущевки Советского Союза. Я про них рассказываю в своем видео «Русский Хельсинки», которое вы можете посмотреть на моем канале, который рассказывает как раз о местах финской столицы, связанных с Российской империей и Советским Союзом. Ну а станция следующая за Лаутасари, если ехать в западную часть, называется Коивусари, Березовый остров. И это как раз та самая станция, о которой я рассказывал в начале этого видео, станция, которая проходит под водой. То есть, представляете, вы едете в вагоне метро, а над вами огромный слой, пласт воды Балтийского моря. Ой, видите, что-то капает. Мне кажется, это как раз те самые воды Балтийского моря. Давайте посмотрим на некоторые станции новой ветки лансиметро и начнем с станции Тапиола. На станции Тапиола внимание сразу привлекает огромная скульптура девочки под названием «Эмма оставляет след». Название отсылает к Музею современного искусства Эмма, расположенному неподалеку, а след символизирует влияние искусства и человека на пространство вокруг себя. Ну и еще одна станция, на которую можно обратить внимание, это Aalto-Yliopisto, университет Алтера Aalto. Очень современная, молодежная, модерновая станция. В окрестностях станции расположено множество учебных корпусов, а рядом проходит трамвай номер 15, о котором мы говорили чуть ранее. Здесь повсюду ощущается студенческая атмосфера. Вокруг современные здания и инновационная архитектура. Перенесемся далее на станцию метро Урхейлупуисто, спортивный парк. Павильон этой станции, расположенный в одном из тихих районов города Эспо, с улицы представляет из себя громадную стеклянную конструкцию, которая сконструирована таким образом, что дневной свет проникает внутрь и служит источником естественного освещения самой станции, расположенной на глубине 27 метров. В конце 2022 года появились еще 5 новых станций в лансиметро, и как раз сейчас будет самая загадочная станция во всем хельсинском метро – станция метро Финно. Метро под названием Финно – одно из самых интересных оформлений. Здесь вот мы видим с 2 сторон разные 2 текстуры. С этой стороны, вот видите, тут какие-то птички, какие-то растения. То есть это такой некий подводный мир. Ну а с этой стороны такие морские волны, что тоже говорит о том, что метро связано с водой. И метро Финно, оно самое наименее посещаемое метро, ну, самый наименьший поток людей, по моим наблюдениям, опять же. Вот. Но еще это метро отличается своим неким сюрреализмом. Да, здесь на самом деле еще не обжитой достаточно район, до каких-то объектов, магазинов достаточно прилично от метро идти. Ну, есть небольшой жилой район, вот жители которого, как правило, здесь выходят и едут сюда. Да, здесь идет, поднявшись на эскалаторе, идет 2 направления. Как раз одно из этих направлений ведет вот к жилым домам, а другое направление ведет вон туда. Вот туда мы сейчас и пойдем. Это направление, оно интересно многими моментами. В первую очередь, здесь очень красиво. Станция, вот этот вот проход, по которому я сейчас иду, оформлен в виде
такой пещеры темной. Здесь вот, не знаю, слышно вам такой звук, похожий на пение птичек, такое стрекотание некое. Вторая особенность, что это проход, на который потребовалось столько сил, средств и так далее, он ведет, по сути, пока еще в никуда. Скорее всего, в будущем там появятся жилые дома, жилой квартал, район. Вот. Но сейчас там можно выйти на такой пустырь, и там есть красивая пешеходная дорожка, которая ведет к набережной города Эспо. Но самый интересный момент, то, что идя здесь, ты идешь один. И ощущение, что ты находишься то ли в Чернобыле, то ли в каком-то бомбоубежище закрытом, то ли в каком-то тайном метро, о котором никто не знает, или все люди вымерли. Такое постапокалиптическое ощущение, атмосфера здесь витает. И вот я подхожу к каким-то лифтам, которые таки находятся полукругом. И никого нету, что самое интересное. Ну и напоследок давайте доедем до самой новой и самой западной конечной станции Хельсинско-Эспосского метро, станции Кивенлахти. И здесь конечная. Видим, как пустой вагон метро покидает станцию, чтобы через несколько минут выйти на новый маршрут. И вот вы видите павильон станции метро Кивенлахти. Так выглядит самая новая и самая конечная станция метро на окраине города уже Эспо. А сейчас я хочу вам показать как раз райончик, очень интересный. Здесь есть как вот такие современные дома, небоскребы, так и район, где такие вот слегка старенькие магазины, мамаши с колясками. И если у вас будет время в Хельсинки, доедьте до последней станции метро и посмотрите, как живет не туристический Хельсинки вне вот этого лоска, который присутствует в центре города. Хочу сказать, что станция метро Кивенлахти, как вы видите, как и многие другие станции, представляет из себя такую некую галерею. И вот эта конкретная станция, она представляет такую инсталляцию из таких трубок светящихся, которая называется «Народ, люди». Ну и также на старых станциях тоже можно встретить много чего интересного. Например, когда мы спускаемся на станцию Контула, то можно такое увидеть деревянное изображение, такой красивый рельеф. На станции Хаканьеми у одного из выходов также можно встретить красивую картину, которая называется «Рынок», изображающая рыночную площадь, которая была на Хаканьеми до поры до времени. И как бы такой вид сверху на эту площадь показан, вот на эти крыши палаток, которые там стояли. Ну и также на некоторых станциях можно увидеть всевозможные картины, всевозможные фигурки. Это на самом деле очень интересно, и можно исследовать так каждую станцию, потому что на каждой из них есть что-то интересное, на что можно обратить внимание. Надеюсь, вам понравился этот фильм, который показывает, что даже такие заурядные и повседневные вещи, как метро, могут представлять большой интерес как для жителей, так и для гостей города. И я очень благодарен тем, кто досмотрел это видео от начала до конца и кому оно понравилось. Хочу, друзья, чтобы вы поделились, что вам понравилось в Хельсинском метро, какая станция метро ваша самая любимая и про что вы хотели бы увидеть следующие мои видео. Не могу не добавить, что каждый из вас может поучаствовать в том, чтобы этот канал и дальше не просто жил, но и выпускал более интересные и более полезные практичные ролики. А для этого нужно совсем немного. Вы можете нажать на лайк, вы можете оставить свой комментарий, а также каждый из вас может нажать на супер спасибо или нажать на кнопочку «Стать спонсором». Ну и также вы на моем канале можете увидеть другие видео, которые я тоже верю, что вам понравятся. Хочу вам сказать спасибо и до новой встречи, до новых видеороликов. Пока!